К сожалению, наш капитализм, наши олигархи, они совершенно грабительски относятся и к природе, и ко всему. Катастрофа в Норильске, она же почему произошла? Потому что нещадно эксплуатируется советское наследие. То есть деньги не вкладываются в новые инфраструктуры, в обновление и так далее. То есть стоит вот эта цистерна с советских времен, пускай она стоит, пока не лопнет. Хотя предписания, опять-таки, делаются. Это говорит о том, что у нас построена экономика физических лиц. То есть у нас страна поделена на территории, на куски, где то или иное физическое лицо, та или иная олигархическая группа контролирует полностью ситуацию. Ну, например, там, Когалым контролирует Лукойл. И я думаю, что если там какие-нибудь предписания в сторону Лукойла будут, потому что это столица Лукойла, я думаю, что там тоже будут закрывать глаза. Потому что абсолютная зависимость от Лукойла, администрации и так далее. То же самое в Норильске. Норильск – это территория Потанина. Естественно, он там все это решал, ему эта комиссия, говорят, там летала чуть ли не на его личном самолете туда. Я думаю, что там можно говорить о прямой коррупции, либо о каком-то давлении этих должностных лиц вот этой вот крупной олигархической структуре. Это, кстати, проблема и в Москве существует по строительству так называемой юго-восточной хорды на Ягодерном могильнике около Москвы-реки. Это проблема. И опять-таки большие деньги, огромные деньги, связи, коррупция, они решают все. Это, конечно, вот безумие, потому что мне кажется, что государству причинен необратимый ущерб. 10 лет в Норильске будут вот эту вот экологическую катастрофу ликвидировать. 10 лет эксперты. Это посчитать, какой урон. Там, они говорят там, про какие-то миллиарды рублей. Я думаю, что больше урон экологии нанесен. Вообще, как бы сказать, флоре, фауне, вообще ситуации в целом. Почему сразу же не вызвали МЧС? Почему они там пытались своими силами? В других нормальных странах, я думаю, сразу бы было возбуждено уголовное дело. Этот олигарх был бы или хозяин арестован, припровожден в тюрьму. И там, соответственно, уже бы проводили бы какие-то определенные следственные действия. У нас, к сожалению, это невозможно, потому что мы понимаем, что олигархи – это опора нынешнего правящего класса. Если представить китайский вариант. Китайский вариант, конечно, я думаю, что можно было бы говорить о высшей мере наказания. Высшей мере наказания. У китайцев все, кстати, в этом отношении все очень четко поставлено. Они не смотрят на лица, они не смотрят на социальный статус, на деньги. Там несколько олигархов даже расстреляли за тоже определенные дела. Не говоря о халатности, а тут, мне кажется, тут не халатность, тут преступление прямое.